Привет, девочки, еще раз. Сейчас мы с вами рассмотрим такую проблему. Очень страшную, на мой взгляд, проблему. Называется «Почему он бьет?» Именно когда он бьет вас, либо ваших детей, либо вообще просто такой дрочливый. Почему он бьет? Самое страшное, когда мужчина бьет женщину, потому что он бьет более слабое существо. Он же не бьет какого-нибудь качка, боксера, который ему даст в лыч и все. Он бьет более слабую женщину, когда у него не остаются не остается ни одного больше аргумента, чтобы вам ответить словами. Я считаю это подло, низко. Да, бывают моменты, когда женщины сами нарываются для того, чтобы их били, да, потому что мужчины, в принципе, да это длится веками, в принципе. Всегда это было, когда мужчина поднимал руку на женщину, да. Единственное, почему он это делает, вот это самое главное. Почему иногда, в принципе, не бьющий мужчина начинает кого-то бить, либо почему тот, который все время дерется, а свою женщину там или кого-то никогда не трогает. Давайте разберемся. Давайте ответим на вопрос, почему он бьет. Будем гадать на некро-таро, на серо-таро. Раскладываю крестом, потому что все такие карты, которые имеют связь, таро, в принципе, даже таро, я бы сказала, что мое слово паразит сейчас в принципе. Собираем и будем раскладывать на 4 типажа мужчины. Именно на 4. Ни больше, ни меньше. 4 стихии. Итак, первый мужчина, второй, третий, четвертый. Сейчас посмотрим, что он за птица такая, а потом достанем еще карты и будем смотреть, почему, как, зачем и как с этим бороться или можно ли. Надо найти сейчас первоисточник, который ответит нам, почему он бьет, почему он по руку на женщину поднимает, этот пакостный ублюдок. Но извините, я по-другому этих людей не могу назвать. Итак, загадали на первого, на второго, на третьего, на четвертого. Хорошо подумайте, можете даже пальчиком по экрану провести, потрогать карту, назвать имя этого человека, передать информацию карте, которую вы считаете, что это тот мужчина, который бьет. Давайте посмотрим его, раскроем его сущность этого зверя, который бьет других людей. Итак, загадали и поехали. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, я уже вижу, в принципе, только 2 зверей на этих картах. Сейчас я разложу еще две карты уточняющих, почему этот бьет. Почему этот бьет? Почему этот бьет? И почему этот бьет? Так, а теперь будем смотреть каждого. Итак, первый мужчина. Первый мужчина, в принципе, материалист очень сильный, да. Я бы не сказала, что это в его роду, что его так научили, чтобы бить. Однако вот что-то он какой-то такой вот сильный идет, сильный сам физически. Либо он занимался спортом каким-то бойцовским раньше, либо у него есть умение, чтобы бить, да. Он где-то приобрел это умение, либо он служил, либо он имеет отношение к вот этой вот борьбе, к тому, чтобы бить. Он знает, как замахиваться, куда бить, где больно, где не больно, как так ударить, чтобы убить, как так ударить, чтобы не убить, чтобы доставить синяки. Очень он такой вот прагматичный в этом деле, знает, в принципе, об этом очень много. Он много не бьет, я имею в виду по времени. Так не очень выразилась интересно, да, много не бьет. Я имею в виду, что в принципе довести его до этого сложно, да, но кто его доводит?
Он бьет женщину, да, он бьет королеву, его доводит женщина. Женщина, которая, в принципе, вот смотрите, что у нее наколено, чем она своими мыслями, точка на лбу. Он хочет ее ударить, в принципе, да, но он очень много сдерживается. Реально, человек, который умеет бить, умеет воевать, знает какие-то приемы. В принципе, он этим в жизни не хочет пользоваться, но втащить он может. И причем очень часто определенной женщине, которая его на это сподвигает. И также эта женщина может его и останавливать. То есть, если вы являетесь женщиной, которую бьет этот мужчина, я вам скажу, это опасно. Пожалуйста, не вынуждайте его, потому что первопричиной того, что он бьет, являетесь вы. Вы что-то ему не то говорите, да, какие-то сигналы, когда он, может, даже хочет ударить сильнее, но бережет либо вас, либо свой кулак. Ну, в общем, он не дрочливый мужик сам по натуре. Но просто если по этой карте вы выбрали его, и он вас бьет, это значит, что вы его довели. То есть только вы в силе сделать так, чтобы он перестал драться. В принципе, этот мужчина может и не драться вообще. Вот такой вот он выпал. Если вы выбрали второго мужчину, вот второй мужчина уже поопаснее пошел. Этот мужчина, вот смотрите, дрессирует женщину. Он думает, что если она будет прыгать через эти огненные обруча, она будет воспитываться. Он, когда поднимает руку, он делает вид, как будто он воспитывает. И он считает это настолько правильным, что его просто не переделать, да. Но тут есть такая одна большая особенность, что возле него находится ведьма, причем конкретно. И эта ведьма его направляет. Тут два случая. Если вы считаете, что вы обладаете этими способностями, и вы что-то делаете против того, чтобы он вас бил, да, это помогает. Это помогает вам его останавливать. Останавливает его дрессуру, которой он пытается воздействовать на женщину. И второй момент. Если он бьет вас, а вы не обладаете никакими такими ведьминскими способностями, это говорит, что эти задачи на него возлаживает женщина с такими вот способностями. Она его направляет. Она как говорит: бей, 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 бей. То есть, либо если он вас бьет, но вы, например, чувствуете, что у вас что-то есть, что вы мистическая сама по себе, да, если даже вы занимаетесь какими-то ритуалами, и он вас бьет, он вас дрессирует. И в вашем случае вы можете это все остановить именно с помощью своих ритуалов, воздействий на него. Можете, если вы сейчас чувствуете, что не так много вашей силы, поверьте, ваша сила проснется, пробудится, и вы его победите. Но он, человек сам по себе жесткий, он дрессирует кулаком своим, считает, что он дрессирует. Считает, что он вам вкладывает новое знание. Но поверьте, вы сильнее его. И второй вариант, который менее вероятен, что его настраивает какая-то женщина. И, кстати, мне сейчас такое пришло, что это может быть еще и какая-то ведьма возле вас, например, его мать, либо его какая-нибудь родственница, да, которая обладает этим. И, кстати, она не против вас действует, она его останавливает, чтобы он этого не делал, потому что, в принципе, это никому не приятно. Вот такой вот дрессировщик тут попался, запашный. Тигров он решил дрессировать. Хоть бы зубы свои не сломал. Дальше рассмотрим третьего мужчину, почему он бьет. А вот этот мужчина в своей жизни, он либо сидевший уже, он сидел, либо срок у него какой-то был, суд у него был, наказания у него какие-то были, либо ему самому перо где-то вставили под бок, и у него есть какие-то шрамы.
А знаете, сам по себе человек не очень приятный, вот как по мне, да. Он затаился, он знает, что есть наказание, он боится, в принципе, бить, да, но он очень хочет. И причем это не сколько он бьет так наотмашь, сколько он бьет из-под тишка, вот такие какие-то укольчики, сделать немножко больно. Вот тут подножку подставить, вот здесь вот дверью хлопнуть за вашей спиной, вот тут вот вас толкнуть куда-то. Человек, который боится, он, в принципе, сильно бить не будет так, чтобы вы снимали побои где-то в милиции или в полиции, или еще или в больнице оказались. Но имейте в виду, что он такой вот подлистый немножко мужичок. И четвертый мужичок. Мужичок не мужчина. Рассматриваем того, который бьет. Вот тут уже немножко по-другому. Выпала карта у него 18-я. Вааркана, Луна. Это говорит, что у него есть психическое отклонение. Психическое отклонение, и в принципе он, вот смотрите, в карте не показывает, что он бьет, он, скорее всего, не понимает, что он творит, да, и выпала карта Император, четвертая карта императора. Это, да, он реально психически больной. У него есть заболевание. Либо это какая-то шизофрения, либо это что-то такое. Это как раздвоение личностей, либо это, знаете, как полнолуние становится, вот все мужики практически становятся бешеные. Обратите внимание, в полнолуние мужики становятся бешеными, ведут себя не так. Так вот, он тоже зависим от каких-то этих лунных дней, он зависим от своих гормонов, он ненормальный. Вот серьезно говорю, он немножко больной на голову. Даже не немножко, а нормально так больной, потому что выпало два старших аркана. В этом плане его невозможно лечить. Ну, возможно, ему давать какие-нибудь успокаивающие лекарства, но вот такого, чтобы он излечился, такого нету. Он психически нездоровый человек. И, в принципе, как таковое удары не показывают, потому что карта не читает его психику. Психика ненормального человека, больного человека, который зависит от планет, от непонятно чего. Мутный психически ненормальный человек. Ну вот. Так что я думаю, это приведет вас к каким-то размышлениям, как ему помочь. Да. Если хотите, давайте и по одной карте выложим и вкратце посмотрим, как помочь первому мужчине, второму мужчине, третьему мужчине и четвертому мужчине. Ну вот, даже вот посмотрите, опять старший аркан, силы выпал. Это вот сила в нем настолько высока, психическое его это заболевание, что его не излечить. Но он такой, все, его ничего не изменит. Не знаю, только транквилизаторы, наверное, или овощами его сделать, чтобы он не бил, кстати. Дальше вот посмотрим третьего мужчину. Что сделать, чтобы он не бил? Во-первых, у вас должен быть какой-то там темчик, уголовный кодекс, к примеру, для этого нашего сельдельца бывшего, или который перо под ребра получил. У него почему-то на животе шрам какой-то, вот мне что-то сейчас идет. Это держать дома уголовный кодекс, чтобы он видел и чтобы он понимал, чем ему это чревато. Пугать его полиция, это будет достаточно для того, чтобы избавиться от этого. Второй мужчина у него выпал опять паж. В принципе, что ему сделать? Знаете, его останавливает либо ребенок, его будет останавливать его сын. Ну да, я, наверное, так и скажу. Какой-то очень молодой человек его будет останавливать. Паж. В принципе, знаете, если у вас нету с ним детей, если вы вдруг заведете, это будет мальчик, то, в принципе, он перестанет дрессировать. Ему нужен, либо это идет как другая жертва, которую он будет дрессировать. То есть ему надо будет переключиться на другого тигра, которого он будет дрессировать.
Может, уже другими методами, в принципе, не будет больше бить, да. А первому мужчине, которого вынуждает женщина, чтобы он поднимал на нее руку, в этом случае выпал туз костей. Что тут посоветовать? Совет 90% в этом случае расстаться с этим мужчиной, да. Но это еще не все. Вы воздействуете словом на этого мужчину. И тут вот такое что-то странное мне идет, даже не могу до конца объяснить. Это дома какой-то портрет, икона, фотография, какая-то маска, либо это какая-то гипсовая какая-то фигура. Почему-то она будет влиять на то, чтобы он прекратил бить. Возможно, это... Но я бы не сказала, что это какой-то магический тотем. Подождите, я сейчас на него уточню. Что это? Карта выпала. Рыцаря. Да, это что-то в вашем доме вам надо принести, либо он у вас есть, но стоит не на видном месте, какой-то портрет, который будет его останавливать. Есть какая-то, может быть, личность, на которую он посмотрит и сразу успокоится, ему станет легче. Вот помните, как раньше в советские времена портреты Сталина висели дома, Ленина? Вот это вот что-то из этого, да? Что-то такое, что действует на его психику. Ну вот, например, если он рыбак, вот допустим, да, если вы повесите картину рыбы, он, в принципе, это на него подействует, и он, даже смотря на нее, он будет успокаиваться, не будет поднимать руку. А охотник, это может быть чучело животного, да. Если вы ему изменяете, повесьте рога на стену. Поверьте, вам станет даже проще, если вы, конечно, сильнее не получите. Но это надо просто красиво описать, что это не твои рога, дорогой. Ну, такой стёб крайне. Но это я шучу, но все равно. В каждой шутке есть доля шутки. Вот что-то такое. Если он, например, боксер, повесить плакат какого-нибудь знаменитого боксера. Что-то, что ему нравится и что его успокаивает. Какую-то личность, бюст Цезаря. Ну, что-то в этом роде. Не знаю даже, как это вот видение до конца и досказать. Я думаю, вы лучше разберетесь в мужчине. Ну, в общем, это было такое небольшое гадание, почему он бьет. Задавайте вопросы. Заводите карты свои Таро. Давайте с вами гадать, если вы чувствуете к этому, что у вас есть стремление. Девочки, не гасите это в себе, это дает реальное наслаждение, умиротворение и гармонию. По крайней мере, если вы чувствуете в себе это. Если не чувствуете, то, конечно, лучше, чтобы кто-то другой погадал. И на это у вас есть я. Ну все, спасибо за внимание, пока.